Всем привет! Итак, у нас сегодня самая интересная тема. И раз вы сегодня здесь, значит вас эта тема точно интересует. Итак, как же найти работу в Италии? Причем не просто работу в Италии, а хорошую работу в Италии. Итак, обязательно оставайтесь со мной до конца, и в конце я вам расскажу супер лайфхаки, которые вряд ли вам кто-то еще расскажет. Первое. Если вы еще до сих пор этого не сделали, то это в первую очередь то, что вы должны сделать. Это ваши знакомые. Опросите всех ваших знакомых. Возможно, кто-то знает, что что-то есть какие-то другие работы. Но обязательно обозначьте, какую работу вы ищете. То есть конкретно, хотите ли вы работу в офисе или работу, я не знаю, в баре, в магазине, хоть где. Но вы должны уточнить, опросить всех ваших знакомых. Не бойтесь спрашивать, все равно кто-то знает. Но почему нужна конкретика? Конкретика нужна только для того, чтобы люди, которые владеют какой-то информацией, вам могли предложить что-то конкретное. Например, если вы говорите, да мне любую работу. Нет, так не пойдет. Потому что человек, думая, что вам предложить, скажет, нет, там, да, допустим, работа в баре, ну, может, ему не понравится или это. Поэтому точно и конкретно говорите, что вы хотите. Я хочу работу в офисе, я хочу работу в баре, в магазине, неважно. То есть здесь уже вам решать, что вы точно хотите. Не забудьте подписаться на мой канал. Я еще расскажу очень много всего интересного. Второе – это сайты по поиску работы. Наверняка вы уже все слышали, но нельзя игнорировать этот факт. Иногда попадаются очень-очень интересные вакансии. Да, не буду лукавить, что зачастую вам просто никто не отвечает. Но не всегда. Попытка не пытка. Вы обязательно должны зарегистрироваться на всех сайтах и смотреть. Ссылки на сайты о работе я вам скину, оставлю под этим видео. Но, смотрите, самое что интересное, резюме. У вас должно быть четкое и ясное резюме. Желательно, чтобы резюме было составлено для каждой вакансии отдельно. Еще лучше. Я понимаю, что это немножко муторно, да, но самое лучшее, видите вакансию, которая вам понравилась. Сделайте резюме именно под эту вакансию. То есть смотрите, что ищет конкретно работодатель. И именно те слова, которые прописаны в объявлении, вы должны прописать в своем резюме. И именно точно так же, что у вас есть этот опыт, что вы достойный кандидат, и все у вас замечательно. Не знаете английский, пишите, что вы его знаете, неважно. Ну, конечно, если это не работа, где вам придется только говорить на английском, здесь уже так не прокатит. Еще очень важный момент. Когда пишете в резюме, смотрите, на какую вакансию вы подаетесь. Если это вакансия, которая в общем ниже ваших способностей, не пишите, что вы работали директором в России, там, в Беларуси или на Украине. Не пишите ваши громадные регалии. Нет, пишите все проще, что вы работали в такой должности, но в России. Вы там продавали в магазине где-то, потому что работодатели, видя, что вы работали на высоких должностях, они боятся брать вас на работу. Его пугает это, он боится, что такая работа не по вам. Вам очень быстро она наскучит, вы захотите сбежать, вам не понравится и так далее. Ну, в принципе, это логично. Многие из нас ищут не для того, потому что им очень-очень-очень нравится эта работа, а потому что бывает реально не хватает денег. Вот, если вы вдруг в такой ситуации, у вас нет времени искать достойную, хорошую работу, в этом случае тогда, конечно, пишите, что вы работали в магазине, то есть, смотря куда вы идете, в бар, магазин, я не знаю, еще что-то, пишите, что вы работали в России, потому что России, Украине, Белоруссии, я говорю образно России, то есть вы не обижайтесь, пожалуйста. И пишите, что вы работали на этой должности. В любом случае вас никто не проверит. Вас никто не проверит, не будет запрашивать какие-то данные ваши. А если вы чего-то не знаете, всегда ссылайтесь на то, что да, у нас абсолютно все
все по-другому, да. Ну, в любом случае, вас всегда на новом месте будут обучать. Если что-то не знаете, говорить: у нас в России совсем не так, или у нас там на Украине совсем не так. Да, ой, как интересно, да, да, да. Самое главное, показывайте свою заинтересованность. Если что-то есть, чего вы не знаете, всегда говорите: Даже если я этого не знаю, я всегда очень быстро всему учусь, то есть это не проблема». Там, вот еще хотела по поводу английского сказать. Если вы немножко владеете, и работодатель вас спрашивает знание английского, вы всегда можете сказать: знаете, конечно, я его знаю, я его учила. Единственное, что, знаете, по переезду в Италию я очень давно его не практиковала. Поэтому, возможно, чуть-чуть подзабылась, но ничего страшного, как бы я вспомню в процессе работы. Наоборот, если же вы ищете работу в офисе, пишите все по максимуму. Все умения, которые вы умеете, пишите все ваши регалии, пишите все, что только возможно. Следующий пункт, который вы обязательно должны сделать, это зарегистрироваться в центре занятости. Да, возможно, денег вы не получите, если, например, вас не уволили или еще что-то. Но для чего это нужно? Во-первых, в центре занятости всегда есть вакансии, которые вы вряд ли найдете на сайте. Во-вторых, центр занятости очень часто предлагает какие-то курсы пройти бесплатно. То есть у вас есть возможность чему-то подучиться, получить какие-то новые знания. В-третьих, еще очень важный момент. Центры занятости очень часто предлагают вам пройти стажировку в какой-то компании. Именно эта компания в дальнейшем может взять вас на работу. Да, во время стажировки сумма небольшая, это не больше 500 евро. Но если вас устроит несколько месяцев поработать на 500 евро, возможно, иметь какие-то еще дополнительные источники дохода, соглашайтесь, и очень большая вероятность, что вас обязательно в дальнейшем возьмут на работу. Пятый пункт у нас – это различные агентства по трудоустройству. Что нужно? Составьте список или попросите в центре занятости, вам его дадут. Пройдите все агентства трудоустройства и просто оставляйте там ваше резюме. Возможно, именно там найдется ваша любимая работа. Оставляйте резюме, и с вами обязательно свяжутся, если есть что-то конкретное. Опять же, резюме, пожалуйста, подавайте на ту должность, которую вы хотите. Не надо занижать свои способности. Не надо говорить: вот в Италии очень сложно найти работу, поэтому я соглашусь на любую работу. Не надо, забудьте об этом. Вы достойны лучшего. Ищите ту работу, которую вы реально хотите. Хотите работать в офисе? Ищите работу в офисе. Я вам обещаю, вы ее найдете. Да, может, не сразу, но вы ее обязательно найдете. Еще один очень важный момент. Будьте уверены в себе. Вы достойны лучшего. Я думаю, в России, на Украине, в Беларуси, в Америке, неважно, кто сейчас смотрит этот канал, да, но я думаю, вы работали на достойных работах. И значит, вы достойны лучшего. Как вы себя преподнесете, то и будет. Так вам и будет относиться. Именно такую работу вы найдете. Не занижайте себя, любите себя. Тудум! И мы наконец-то добрались до самого интересного. Итак, лайфхаки. Во-первых, составьте список самых крупных компаний в вашем городе. Или, например, если вы предпочитаете, готовы переехать, тогда составляйте список в той области, куда вы готовы переехать. Если у вас есть машина и вы готовы ехать в пределах какого-то региона, то составьте список самых крупных компаний в пределах этого региона. И вот, наконец-то, вы составили список, и что мы делаем? Вы ищете их e-mail адреса. Составляете самое лучшее свое резюме. Пишите все регалии, которые вы имеете. И каждой этой компании вы отправляете письмо. И вы пишете: добрый день, значит, меня очень давно интересует ваша компания. Я отправляю вам свое резюме, и я хотела бы верить, что мы будем друг другу полезны. Можете еще добавить что-то и от себя.
Но напишите ту фразу, что я надеюсь, что мы, возможно, будем друг другу полезны. Эта фраза очень сильно цепляет, честно скажу. У меня было очень много звонков с таким резюме, хотя мой английский не в совершенстве. Но при этом я получила очень много звонков из очень довольно-таки крупных фирм, одних из крупнейших фирм Генуи, потому что я живу в Генуе. Самый последний и очень действенный метод – это вы регистрируетесь на LinkedIn. Кто еще не знает такого сайта, я обязательно оставлю ссылочку под этим видео. Обращайтесь туда. Значит, регистрируйтесь, пишите свое самое лучшее резюме со всеми регалиями, со всеми навыками, все, что вы умеете делать. Регистрируйтесь там. И что вы делаете? Сейчас расскажу фишечку. Ищите директоров всех крупных компаний того региона, который вас интересует. Там есть поисковая система. И всех этих директоров добавляйте в себе друзья. Также ищите менеджера по персоналу и всех менеджеров по персоналу добавляйте к себе друзья. Для особо продвинутых я рекомендую всем им написать, что вы в поиске работы, и я надеюсь, что моя кандидатура вас заинтересует или что моя кандидатура будет полезна именно вашей фирме. И вы увидите, что вам начнут поступать очень интересные предложения. Итак, кому понравилось это видео, обязательно подписывайтесь, и я еще. Если мы наберем достаточное количество подписок и лайков, я обещаю, что я вам еще расскажу, как можно дополнительно зарабатывать в Италии, если вдруг вы не нашли работу. Всем пока, всем счастливо!